Так, добрый день. Так, написали уже миллион вопросов. Добрый день. Сегодня 11 марта. Нашей войны сколько дней там уже не знаю. Значит, в силу того, что мне пишут во все, как говорится, колокола, задают вопросы. У меня ограничено время, я тоже человек. У меня сегодня 4 часа была воздушная тревога у нас. Поэтому я отвечаю на один вопрос от одного человека, потому что я не автомат. Давайте по очереди, потому что я не могу ответить по всем вашим родственникам. Ну вы что, издеваетесь? Вот, один вопрос от одного человека. Если населенный пункт уже был, я примерно коротко повторю. Я уже, по-моему, уже запоминаю. Добрый вечер. Нужно ли уезжать с детьми из Днепра на Западную Украину? Безопасно ли для вас в Днепре? Ну, это тоже вот непростое. Вот понимаете, когда уезжать? Давайте так. Это уже несколько. Если вы сегодня, сейчас, в ближайшие дни, я так понимаю, хотите уехать, будет ли, что карта советует? Просто. У вас в отъезде будут большие проблемы. Материальные. И кроме того, что я могу вынуть карту, если вы останетесь. Понимаете? Ну, как я вам могу сказать, безопасность, если у нас идет война? Вы можете выехать через месяц. Вот это будет, карта говорит, ожидайте. А сейчас вас в дороге ждут большие неприятности. Это потери имущества. Видите, какая карта? Вот, человек на одной ноге. Отчаяние. Раз. Пятерка мечей – это 4 недели. Сейчас вас что-то не пускает. У вас будут большие проблемы. Ну как? Лучше остаться, через месяц что-то там другое будет уже ситуация. Муж военнослужащий. Слушайте, Елена Матвеенко, я же сказала, один вопрос от одного человека. Я не могу вас обслуживать в эфире. Понимаете, есть другие люди. Так, Борисполь, Киевская область, Анастасия и дочь Маргарита. Ну, давайте так. Самое важное – ваши близкие. Что там с Борисполем будет? Всяко разно. Давайте, понятно, что там аэропорт. Так, хорошо. По поводу, мы считаем, что позитивно, если эвакуироваться, то это позитивная карта. Да, вам будет для вашей стабилизации лучше эвакуироваться. Вот лично вам. Ну, пройдут вам, но тут эта карта говорит эвакуироваться где-то по Украине, недалеко. Не едьте куда-то там, я не знаю, в Польшу, там, в Румынию, черт знает куда, близко, недалеко. Я не видела на Борисполь, там не помню, я уже, по-моему, смотрела на Борисполь, ну давайте еще. Ну, не будет, нет, двойка пентаклей, что-то такого ужасного прямо не будет для вас тоже. То есть будут что-то постреливать, но это из раза в раз. Так, выйдет ли Светлана с сыном в Польшу? Ага, сейчас еще. Выйдут, вы хотите, чтобы он выехал, они выехали. Что тут карта возврата? Смотрите, по этой карте какой-то возврат идет. Сейчас я скажу. Приедут, будут, ну что-то, я не знаю. Что-то там им как возвращают, или они возвращаются. Что-то нет, не доедут. Ну, живы-здоровы будут, но не пускает их туда. Что-то мешает. Ну, в общем, выясняйте или меняйте маршрут. Вот так как они едут сейчас, Днепродзержинск, я уже говорила, Каменская, что там будет по окраинам. У вас же там какие-то заводы, будут по ним постреливать. Но катастрофы там, как сейчас говорят, там какая-то химическая не будет. Скорее всего, что, ну, я говорила, что там север, с северной стороны какой-то. Так, что-то тут.
Так, буду сегодня, ну, сегодня, я так понимаю, завтра уже или ночью. Начинаем с ночи. Луцк. В ближайший... Ну, это попугивание. Где-то в открытом поле, возможно, что, да, какой-то создать, напустить туману, но это не гражданские лица, это еще не, это не резняка там какая-то. Так, какая-то опять. Полтава. Добрый вечер. Что с Полтавой? Ну, знаете, я еще раз говорю, что я Таро, вот Таро надо задавать конкретно вопросы. Что, если у вас вопрос по Полтаве, может быть, ответ на 3 дня, на неделю, для гражданских лиц, для населения в целом. То есть если в целом, допустим, Полтава, давайте так уже, неделя, да, небольшие разрушения. Ну, может что-то куда-то пыльнуть. Пока тут я не вижу такого. Что-то разрушить незначительное там, где, может, никто не живет. Так. Черноморском и Одесса. Подождите, это Черноморский, Одесса давайте. Что будет? В какой срок? Год? Вы хотите вообще... Тогда я смотрю на коня. Если нет конкретики дат, тогда я просматриваю, что по итогу. То есть за весь период войны, что будет с Одессой. Ну, тут, похоже, облога ее, обложат ее. Что звезда перевернута. Будут долго тянуть, будут что-то ее окружать. Возьмут ли вообще Одессу? Не возьмут, отступят. Ну, могут держать в окружении. Вот так вот. Жать по каким-то жертвам. Окраины, села, кто-то. Вот это Черноморск. Саму Одессу не возьмут. Отступление идет. Черноморск. Ну, в Черноморске ничего такого страшного не будет. Может быть, да, какие-то перебои там с питанием, перебои снабжения, что-то перебои со связью. Сам Черноморск нет. Как-то в Одессе немножко сложнее. Это за весь период. Я не говорю, что это завтра будет. Вы понимаете, потому что мне с утра посыпались мне претензии. У меня одно видео очень сильно пошло. Начали много очень людей смотреть. И мне все говорят претензии, что я должна лично каждого предупредить о войне, что я должна каждому пожать руку. Вот. Это вы обращаетесь к тем, кто на виду, у кого-то миллионная аудитория, кто действительно, а так бегать за вами неизвестными людьми и рассказывать. Кто меня гадал, те знают, что я им отвечала на этот вопрос. Я сама подготовилась к этому. Вот. А если есть реально публичные личности, которые, вот, как я не знаю, Анжела Перл, там, пожалуйста, вот кто должен был вас предупреждать. Все вопросы вот к этим личностям, которые обладают действительно влиянием большой аудитории, у меня этой цели никогда не было. Вот. Тем более, что вещи Олег, если кто читал, может быть, по советской программе, кто пришел к кому? Князь пришел к волку и спросил, от чего я умру? И он ему объяснил, да, от чего он умрет. Вот так вот. Князь пришел. Он ему... И тоже по той же самой истории. Тоже был недоволен, сказал, что умрет он от коня. Князь убил коня, похоронил, сказал, что колдун собрал. А умер он от того, что змея выползла с могилы коня. В общем, все как обычно. Крайние гадалки, это я не гадалка, не считаю, что это гадалка, это на вокзале тетка. Ну, вот так вот. Суммы. Ну, по суммам надо смотреть прямо сейчас. Давайте так, 3 дня. Так, тут особых изменений нет, однако какая-то проясняется ситуация непонятная. То есть удерживают разрешение. Вы знаете, через неделю начнется отступление, но не раньше. Отступят они отсюда. Так, что-то все время, вот с 13 по 20 число все это начинается.
Будет ли освобожден Бердянск? Ну, давайте Бердянск у нас в сложном положении. Давайте посмотрим неделя, что с ним. Ну, так, 2 недели. 2 недели. Ну, все время упирается в какой-то срок. 20, с 13 я планирую вот эта вся активность. Контрнаступление начнется уже на многих. 2 недели еще Бердянску. Вот. Поступательно уже начнут отбивать эти территории. Жив ли здоров человек Александр на сегодняшний? Что с Александром у нас? Жив, здоров, возможно, не выходит на связь. То есть еще пару дней подождите. Возможно, небольшая травма там руки, ноги. То есть ничего такого не падает. Так. Я еще буду, тут если меня упоротые, мне их приходится вычитывать, удалять, потому что мне с ними спорить некогда. Павлоград на неделю. Сейчас на Константиновку. Павлоград на неделю. Тихо в Павлограде. Перебои. Ну, какие-то диверсанты у вас там бродят все равно. Пытаются что-то поджечь, пытаются что-то испортить. Павлоград, ну, там же, я так понимаю, между Донбассом и Павлоградом хорошо у наших войск стоит. Давно уже, ладно. Так, не буду говорить. Константиновка. Давайте так. Если не описываете срок, тогда я просто смотрю на неопределенный срок. Константиновка. Будут. Королева мечей. Но это не женская карта, то есть, да, обстрелы какие-то. Ну, такого ужаса, возможно, какие-то вот люди войдут туда. Ну, это больше от людей опасность. Какие-то будут там на танках или кто. Обстрелов, каких-то таких разрушений я не вижу. Но какая-то опасность в виде людей. Люди с оружием. Так, левый берег. 5 дней. Это что-то мне на левый берег пугать будут. Сейчас посмотрим по разрушениям. Там же у нас заводы всякие. Знаете, могут какую-то пустить шашку. Не, ну, только пужать, что-то такое разрушить. То, что дает много дыма, то, что дает много, не знаю, там чего-то там. Пока человеческих жертв я не вижу. Больше создания иллюзии, запугивания. Какую-то дымовую там шашку запустить, чтобы что-то такое. Пужалка. Так. Павлоград, Днепр, Левый берег, Запорожье. Город вы имеете в виду. Вообще на весь период будет ли он занят ими. Разрушения. Вернуться. Будут пытаться что-то разрушить по мелочи периодически. Ну, я не вижу, чтобы в Запорожье вообще взяли. В принципе, чтобы они даже зашли туда. Карта возврата. Будут какие-то мелкие вокруг бегать, что-то разрушать. Но такого, как это, ужаса, как в Харькове, не будет. Так. Не будет, как в Киеве. Так, что... Торецк. Подождите, а Торез и Торецк, это что? Я сама с Донбасса, у меня в Торезе. В Торезе бабушка и дедушка были. Что-то есть и Торец. Ладно, будем считать, что это Торецк. Что там Торецк? Тишина. Ну, проблемы со снабжением, будут они идти, что-то красть. Такого особенного я ничего не вижу. Походу какая-то проходная. Тут
авиаударов что-то я не вижу. Ну, вот эта карта говорит, что это воин. И как, проблемы со снабжением. Но они уже есть у всех, походу. Не знаю, кто там, сирийцы, кадыровцы. То есть, что вам сказать? Прячьтесь по подвалам когда-нибудь. Черт с ними, у них же оружие. Так, городом не возьмут. Они как-то будут идти там, что-то попытаться запугивать население. Кому-то Турецкому уже нужно ли выезжать за границу. Арина. Понимаете, я гадаю тогда на ближайшие дни, потому что его выезжать, допустим, если у вас вопрос возник сегодня. Вот, неясная ситуация, от чего зависит, какие-то нет, карта возврата. Понимаете, то есть где-то вас завернут или какие-то возникнут непредвиденные проблемы. Стоит ли вам прорываться? Ой, нет, вам опасно ехать. Откуда вы? Сейчас вам опасно ехать. Дальше я не знаю. Давайте дальше. Запорожье. Я про Запорожье ответила, что буду там что-то по разрушениям. Что-то с Запорожьем буду делать. Ну, это по окраинам, по какие-то заборы, то есть край. Скорее область. Не вижу такого прям. Тут не падает ни десяток, ни девяток, прям их так. Что-то попытаются разрушить. Сам город не возьмут, нет. Запорожье. Именно вам выезжать из Одессы. Уезжать. Причем вам надо в ближайшие дни это делать. Спустя какой там... Одесса еще продержится. Вот сейчас ее трогать не будут какое-то несколько дней. Но вот вам вот сейчас-то... Вам выезжать активно. Потом уже все. Так, Мариуполь. Многострадальный. Сколько там уже людей этих угробили. Так, возьмут ли город? Ну давайте так, в целом. Зайдут ли? Потому что могут же зайти и выйти. Не-а. Но разрушать его еще будут. Не могут они развить эту тему. Давайте, будет ли у вас там украинская. Вернуться, то есть возврат. Отобьют их. Отобьют. Мариуполь это самая горячая точка, насколько я понимаю. Если Мариуполь не возьмут, дальше они не двинутся. Ну, еще Харьков, Киев. Так. Парень хочет уезжать. Стоит с ним ехать. Так, топ. То есть вот давайте так. Карта совет. Если хорошая карта, значит стоит. Все нормально. Если не очень, ну, в общем, смотрим. Без иллюзий. Вы можете с ним уехать, вам будет безопасно, но вопросы с парнем будут. То есть, скорее всего, что вы там останетесь со своими проблемами одна. Вы можете выехать, у вас проезд, там все, как бы, как он себя вести будет. Ну, можете ехать, я бы даже сказала, да. Ну, характер у него еще тот. Вот он. В каком-то смысле будет выпендриваться. Внутрь город. Уезжать вам уезжать, я, по-моему, сказала, да. Харьков. Ну, давайте Харьков, что будет в ближайшие 3 дня. Вы знаете, я бы не сказала, что тут сильно уже там бомбят, но будут пытаться какие-то фейерверки делать, что-то такое опять, попытаются знаковое что-то найти, вот типа какую-то администрацию, что показать, что вот напугать в течение 2 недель. За Харьков взялись. Ой, давайте 3 недели. Не раньше 3 недель отступят. Но не возьмут. Нет. Будут какие-то дымовые шашки, пужать людей еще. Вот. 3 недели. Так. Херсон. По-моему, по Херсон уже отвечала, что его, что там
отступят через 2 недели, по-моему, так, что его освободят. А в ближайшие дни... Ой, Херсон, в общем, Херсон. Плоховато. Что там я достаточно долго никак. Ну, его первым взяли, по-моему, да, этот Херсон. Последним освободят, получается. Область, ну, я сказала, что в Херсоне будет трудно. Мариуполь, про коридор. Так, дадут ли коридор Мариуполь? Ну, давайте так, 3 дня. Сколько там коридор? Дадут коридор. Будут добиваться, все-таки добьют. Ну, в общем, коридор будет такой, ненадежный. То будем, то не будем, то хотим, то не хотим. Но дадут. Но это не сегодня и не завтра, что могут нудить вас там. Нетишин, бомбили Луцк. Это 100 километров от Ровенска. У нас много беженцев. Что будет, Нетишин? Ну, я же вам рассказывала уже, что я гадала, что никаких АЭС никто взрывать не будет. Во-первых, я вам говорю как архитектор, как с технологами я общалась, которые проектируют эти АЭС. Это нереально там. Там технология не такая, как в 1986 году, когда взорвался Чернобыль. Раз, потом про Нетишин. Ломать что-то будет по окраине, пытаться какие-то что-то разрушить. Нет, они не зайдут. Они будут, может быть, потом пытаться будут периодически там как-то пехотой, какими-то там, не знаю, танками, но я так больше бомбежек особенных не вижу. Так, ну про АЭС я уже сказала. Особенно, кстати, Ровенская АЭС, да, имеет отдельное хранилище ядерных отходов, ХАЯТ так называемый. Поэтому вот это единственная, кстати, единственная Ровенская АЭС. Ну, уже же сказали, что это надо очень постараться. И то максимум радиоактивное топливо в запасную какую-то тару выльется, и все. Успокойтесь. Так, правый берег на весь период войны. На правом берегу 7 жезлов. Будут пытаться до 6-7 каких-то вспышек нам тут давать, но это практически ничего серьезного. Я не вижу тут какие. Ну, давайте так, по разрушениям. Что-то они не особенно разрушат. Могут, ну, позитивная карта вообще, король кубков. Типа все сохранено, все работает, дышит. По каким-то людям. Шут. Опять же, вот этот фейк, опять это какая-то вспышка, что-то там. Это, я еще поняла, что это может какая-то высокая башня, какой-то, я не знаю, линия электропередач, что там у нас высокая торчит. Видите, тут человек на какой-то вершине, да, там на какой-то скале стоит. Тут что-то очень высокое, что у нас там торчит. Могут пытаться там устроить что-то. На ТЭЦ башни торчат. Все, я не вижу ничего особенного. Это я уже так уже покопалась. Так, я не вижу вообще, чтобы они в Днепр даже сунулись. Что-то какие-то фейерверки будут. Каменская уже спрашивала. На неделю. Каменская. Ну, я уже отвечала. Каменская это же Днепродзержинск. Да, там какой-то там за городом что-то на севере. Что-то вам устроят, какие-то там вспышки. Сельская, больше там, где частный сектор. Там, может быть, где люди, огороды, вот такое вот. Может быть, что там, где они отдыхают, какой-то... Есть у вас такое место? Так.
Ехали с детьми, все ли у них будет хорошо. Поехали. Ну, быстро доберутся, в принципе, достигнут своей цели. Немножко какая-то непонятная ситуация. Ну, все будет нормально. Ну, за ребенком следите. Что-то как болезнь какая-то. Или что-то. Чтобы ребенок не отбился, ничего. Так нормально. Торец, бывший... я что-то думала, торец. Неужели? Я даже не знала. Много знаю там. Красный Лучи, Коммунарск, что-то по-старому знаю. Янакиево, Дзержинского, понятно. Так, Каменская, Приднепровская ТЭЦ. В смысле, ее сохранность вы хотите узнать? Так, будут ли они целиться на Приднепровскую ТЭЦ? Что-то далеко падает. Не Приднепровская это ТЭЦ, что-то другое. Либо не попадают, что-то другое. Так, море, Черноморск. Обстрел с моря. На весь период я смотрю. Пару выстрелов сделал. Что-то я про море не вижу ничего. Море, пару выстрелов. Без особенного, как говорится, ничего такого. Пару, может быть, вам вспышек фейерверков устроит. Ну, чтоб серьезного там. Там будет ли, скажите, Мелитополь до конца марта. До конца марта Мелитополь. Итог. Что-то непонятная карта. Половину, как что-то половину. А что большое вообще? Там у вас есть пригород какой-то, как половину отбили, половину нет. И два разных король мечей, но это враг, и один стабильный. То есть, что у вас там? Город не поделен на две части. Мелитополь. Какая-то часть, как часть наша, часть не наша. Давайте так, есть первое начало апреля, что там с ним? Суд, вот, решение будет в нашу пользу. Чуть-чуть. Половину как-то отобьют, непонятно как, половину. Ну. Так. Черновцы. Уже до Черновцов добрались они, да нет. Черновцы в ближайшие дни. Как было, так и будет. Вообще на весь период. По окраинам что-то разрушения какие-то. Я вообще ничего не вижу. Черновцы. Что-то вообще тишина. Так, сейчас я сделаю перерыв, потому что я же не робот, вы же понимаете, что мне это все стоит каких-то усилий, и кроме того, я хочу давать прогноз, то есть какой-то объем данных я могу выдать, дальше я могу просто сбиваться, поэтому у меня ограничено, я уже чувствую, что с такой скоростью выдавать, вот, потом вы мне пишете, что так, мне надо сосредоточиться. Так, Мелитополь до конца марта. Ну, сказала я вам, что там половину. Так, Черновцы. Угу. Ага, Лерик. С ребенком что-то не то. Ну, лекарства взяли. Выезжать не с дочкой из Одессы, до дочки 6 лет. Давайте, карта совет. У вас очень нестабильная ситуация. Так, знаете, в принципе, если вы поедете, вам, ну, скажем так, будет безопасно, но очень тяжело в бытовом смысле, потому что карта беспорядка, неустроенности, неопределенности. Если остаться, чтобы вам не попасть куда-то, нет, вам надо уезжать, несмотря на... Карта говорит, что нельзя оставаться. Что-то так вот. В каком вы районе там вообще? Одессе.
очень трудная дорога, ну, вам вот конкретно вам лучше уехать. Никополь, Марганец. Так, Никополь. Что-то я тут... Что-то вот тихо, вот как-то подозрительно тихо. Может, окружают. Ну, я пока ничего не вижу. Может, какую-то вспышку вам там устроят. Тихо сидят. Никополь, кто там еще? Подождите, уже потеряла. Так. Марганец. Ага, Марганец. Это ж наши там всякие заводы очень хорошие. Тишина Марганца. Семерка жезлов. Ну, могут что-то фейерверчик устроить по семерочке. Что это? А, двоечка. А, вообще чепуха какая-то. Фейерверк, что-то пролетело, что-то... Ничего. Могут быть проблемы с водой, с снабжением. Так, дальше. Помощь от НАТО. Ну, я уже сколько раз говорила. Это война. Вы слышали такое? Военная тайна. Вы понимаете, что на войне никто не рассказывает, где кто сидит, откуда стреляет, будет ли это помощь. Вы помните, как Путин делал? Их там нет, все, у них вот их там нет. Поэтому я еще раз говорю, я на такие вопросы уже, я их 100 раз ответила на них. И, конечно же, будет. Вы понимаете, что меня уже, говорю, что у меня уже 2 раза пытались мой YouTube вломиться, не знаю, кому я там сдалась, что я не медли. Меня уже почему-то Инстаграм ломают, да. Ну, вы понимаете, что нельзя об этом говорить. То есть вот эти вся истерика, вы понимаете, весь мир не должен знать, что мы делаем, что делает НАТО. Оно тоже никому не будет отчитываться. Поэтому просьба. Вот там какая-то гадалка сказала, что НАТО нам поможет, а НАТО везде звездит, что оно не поможет. Я уже сколько раз объясняла. На войне никто не рассказывает, где он сидит и чем он занимается. Вы же мужчины тут, военные, наверное. Кто-то в армии был, в разведку, может, кто-то даже ходил. Ну кто? Кто так делает на весь мир, кричит, особенно Путин. Да, мы сейчас поднимем самолеты, мы сейчас будем вынищивать. Успокойтесь. Так. Ну, во-первых, они уже есть. Вы знаете, что 40 тысяч, ну, это как бы частная армия прибыла, добровольцы. Вы знаете, что 40 тысяч, это немало. Они под Киевом. Ну, это уже было в средствах массовой информации, поэтому я вам об этом говорю. Представляете, что такое 40 тысяч? Там, наверное, у батьки в Беларуси столько нет штанов. А это тренированные, подготовленные, вооруженные, обстрелянные. Это как то, что я могу сказать, то, что прошло по интернету. Остальное я вам не могу сказать. Так, когда закончится война, это целая тема. Я вот идите к нумерологам, да. Я вам уже говорила, что активные боевые действия, перелом с 13 по 20. Потом 2 месяца еще будет их гонять. Не будет тут Сирии годами. Возможно, на границах будут какие-то вот этот Донбасс, Крым, да, они будут периодически там где-то постреливать. Вот я уже говорила, пожалуйста, все. Артем, Дима, стоит ли вам ехать? Я так понимаю, если... Кто там пишет? Королева кубков. Ну, в принципе, можете... О, опасность. Знаете, Таня, уже поздно ехать. Что-то у вас... Сейчас я поточнее прочитаю. Вам надо ехать, было уже, получается так. Сейчас просто этот вестник мечей, это опасность на дороге вам.
Пишет. Отлично. Извиняюсь. О своем кто-то там. Так, посмотрите, пожалуйста, Полтаву. Так, ну я уже истощаюсь, столько вопросов, давайте уже заканчивать. Днепр в кольцо. Ну, сейчас посмотрим. Так, Днепр, Полтаву. Про Полтаву я уже говорила. Вам очень тяжело будет в бытовом смысле, кроме того, Таня, и будет опасность на дороге. То есть выберите время, день. Там что-то можно ехать, но сейчас уже очень сложно. Так, Черноморская на время боевых вам. Черноморск. Есть. Черноморске будет заварушка. Если конкретно для вас, она будет не опасна. То есть вот для вас лично. Но если хотите, едьте. У вас, кстати, и так нормально. Про Полтаву я уже, по-моему, говорила одной картой. В Полтаве активных боевых действий не будет. Ну, так же, чтобы разрушать. Будут пытаться устроить какие-то провокации. Это, опять же, это какие-то там фейерверки, нагнетание. Вот может быть, что маг все-таки перевернут, хитрость какая-то. Ну, по сути, семерка жезлов, да. Типа, там отбились, там что-то упало. Вот так. Так, кольцо. Давайте так, Днепр возьмут и возьмут в кольцо, это два разных вопроса. Давайте так, про кольцо, что они будут делать. Я так понимаю, что это блокпосты, будут отбивать их периодически. Но что-то я не вижу, чтобы это кольцо было. Что по итогу будут давить, да, что-то будут нас давить и там, и там. Да, попытаются гуманитарную катастрофу нам сделать. Но это еще не скоро, еще 7 дней будут отбивать. Так что хотите, бежите. Давайте так, что-то я уже могу колоду все-таки на Днепр. Еще раз. Кольцо. Ну, манипуляции будут их отбивать. По итогу, что полностью выйдет из кризиса и да, будут пытаться брать кольцо. Вот, да, будут перебои, но в город не возьмут. Нет. Тут еще 2-3 месяца будет заваруха. Я уже отвечала. Я, во-первых, еще раз кто-то спросит за Днепр, самое верное первое гадание. Вот, пожалуйста, просмотрите самое первое. Потому что 4-й раз отвечать на тот же вопрос, я уже все. Я не буду, во-первых, самое информативное, вот это все, что я сказала, я сейчас буду даже вырезать, потому что про Днепр это невозможно. Первый раз я сказала, ищите в самом первом видео, больше я ничего говорить не буду. Потому что гадание самое верное первое, все. 50-й раз уже одно и то же. Все, на Днепре я не отвечаю. Смотрите мои видео, сколько можно. А потом мне будут рассказывать, вы там то сказали, вы там то. Меня будут ловить на суд. Зачем мне это надо? Я сказала, что Днепр не возьмут, пройдут по левому краю. Все, я уже помню это, все. Будет несколько вспышек. Будут пытаться нас брать во Богу, ничего не получится. Все. Сам Днепр не возьмут никогда. О чем вы говорите? Так. Больше за Днепр я не отвечаю. Вообще ни в будущем, ни это. Потому что каждый, второй, третий раз это уже не гадание. Я заканчиваю гадание, я не автомат для гадания все-таки. Да, я уже устала. Все, я уже не могу отвечать. Я на Днепре закончила. И буду выходить в другое время, потому что у меня тоже и 4 часа сегодня тревога была, и все, я устала. И дальше все ответы, которые сейчас я вам могу дать, они будут недействительными. То есть нет смысла мне на них отвечать, понимаете? Потому что это энергетическая, это работа, я сливаю свою энергию
Сейчас все, что я вам отвечу про Кривой Рог я вам отвечала, смотрите мое видео. Про Николаев я отвечала. Больше я по второму разу отвечать не буду. Ну, или перейду в другой формат, буду отвечать только лично по людям. Потому что мне надоело по одним и тем же населенным пунктам отвечать. Второй, третий раз это бессмысленно, во-первых. Через час гадания это я уже недостоверно уже смотрю, потому что я не робот. Да, моя интуиция, вот она работает какое-то время, потом, как любой человек, я устаю, как любой врач, как любой... Все. С Днепром ничего страшного не будет. Не будет такого, как в Харькове, я вам говорю. Вот. И буду выходить, наверное, потому что я вижу, что люди не понимают. Одно и то же спрашивают, и потом будут цепляться ко мне. Что вы там что-то один раз сказала, все, это самое первое, самое правдивое. То, что потом пятый, десятый, это уже все. Когда я устала, это тоже нет смысла мне отвечать. Я вам сейчас отвечу какую-то фигню. Вот. Первые полчаса, все, прибежали. Если будут опять вопросы за одно и то же, то я, тогда, наверное, просто буду видео выкладывать. Или отвечать лично по вам. Что кто-то пропал, может, кто-то... Женщина на мне бьется в Инстаграм, пишет вот такой список вопросов. Где она? Где она? Вот я ей пишу, 8 часов ищите меня. Все, не выходит. То есть, я тоже человек. Там 30 имен. Куда поехала? То есть, вообще хорошо. Я уже на 13 я вам сказала, что вы понимаете, что есть военная тайна, есть их там нет, есть... много чего, это война уже, понимаете? Это уже мы не играемся с вами с лозунгами, ходим там, флажками машем. Это ничего не дает. Точно как Путин действует, да? У нас там нет ничего, мы никого не бомбим. Так вы думаете, что никто другой тоже так... Мы все так можем делать? Кстати, есть к чему поучиться. Смотрите, какой он хитрый. А? Задумайтесь. Чего-то, говорите, нет, я не такая, а вот вы видите, сколько он беды наделал. Если вы против него так же действовать, как вы думаете, было бы неплохо. А это уже все, это уже война. Конечно, все будет. Только не надо, никто не будет трубить об этом на везде. Их там нет, все, их там нет, их там нет. Опять выезжать немножечко. Я говорю, что я не робот для гадания. Все, я погадала, сколько могла. Все ответы мои сейчас будут недействительными, начиная с Днепра. Это задавать мне бессмысленно. Первых полчаса. Ищите меня 8 часов, первых полчаса. Все, потом я уже не могу отвечать на 100 вопросов. Они будут недействительными, эти ответы. Понимаете? Вот так. Кто у нас врач, кто у нас преподаватель, сколько у вас там, вы знаете, сколько вот часов вы можете работать, преподавать, вот, и что это. Да, вы прекрасно это понимаете, остальные не знают. Все, тогда до свидания. Помните, 20:00 я выхожу, пока у меня нет этих всяких спусканий в подвал и так далее. Первые полчаса, потом я не знаю, как я буду себя чувствовать. Могу я вам достоверно ответить, потому что сейчас это уже все бесполезно. Северодонецк, об этом уже говорила. Я не гадаю второй, третий, 10 раз. Это уже будут гадания неправильные. Самое правильное гадание первое. Все. Первая карта, первое гадание самое верное. Остальное неверное. Поэтому я его не буду повторять. Вот все населенные пункты, смотрите мои предыдущие видео, они все там есть. Я постараюсь расписать по минутам просмотреть и ищите там свой населенный пункт. Вот там, по-моему, был у меня и Северодонецк был. Я вот в этих видео напишу их. Второй раз я уже это не действительное гадание, понимаете? Конкретно по людям, куда поехал, как с ним будет, почему не звонит, пропал, не пропал. Вот это я, наверное, на этом сосредоточусь пока. Потому что по всем основным, кого волнует, я уже отвечала. В общем, работы мне... Да, до свидания тогда.